Всех приветствую на своем канале. Сейчас пройдемся у нас по площадке, посмотрим, как обстоят дела. Сегодня 4 ноября, значит, сезон практически завершен. Осталось пару месяцев до снегов, до холодов, до мощных. Даже меньше, наверное, может, месяц. Пройдем, посмотрим, что рубится, как, на какой стадии. Значит, 4 дома ведем. Латвия, Подмосковье, Ульяновск и Тула. Тула у нас самый маленький, 5 венцов. Все остальные на стадии практически завершения. Вот. Единственное, что в Латвию нам пока, сами понимаете, почему не пробраться. Вот сейчас ищем пути. Ну, пойдем посмотрим. Может, у пацанов что поспрашиваем. Ну и интересно, есть нюансы, конечно же, на каждом срубе есть что-то новое. Итак, сруб Подмосковья под названием Тесанный, так как он внутри весь протесанный. На стадии постенбима. Сейчас ребята устанавливают забиры. Интересная технология, так как крепление забира, ну, в принципе, нет какой-то разработанной схемы, чтобы у нас он прочно стоял без раскачивания каркаса. Поэтому все придумываем, дорабатываем сами. Но, конечно же, красота есть. Красота, изюминка, эксклюзив в том, что у нас постенбим не какими-то там простенками идет с утеплителем, а с забиром. Ну и что, забиры у нас вот здесь мы видим. Они стоят внизу на эстакадах, выставлены в ноль и срублены, соответственно. Сейчас ребята уже забрали практически все. Вот тут осталось 2 штуки. Разбирают и собирают уже наверху на шпильку. Можно, в принципе, и секцией поднимать это все вверх сразу. Но кран не вывозит, поэтому разбирается и по бревну уже вкладывается наверх. Миха что-то делает. Миха, что делает? Разбираю сейчас, чтобы последнюю передышку прочертить. Вот. И будем сверлить и разбираться. Разбираешь и отправляешь, короче, пацанам, да, наверх. Цепляешь. Вот Миха работает. Что, какое место на соревнованиях занял? Там места особо не было, мы просто показали, что мы лучшие, и все. Ну, приз-то дали какой-то? Да, дали. Что дали? Денег. Сколько? Много. Короче, Миха участвовал на соревнованиях в Красноярске, за что получил немного денег. Ну и штаны купил стилевские. Так, идем наверх. Здесь у нас при входе сова в столбе с капами. Так, пацаны ставят забиры на верхний венец, то бишь
Нижняя палка забира прирубается к муэрлатине, да, к верхнему венцу. Вот. И далее уже сегмент весь полный, он встает на свое место. Ну и естественно, то есть у нас как идет? Столб встает, к нему приторцовывается, подгоняется простенки. Далее следующий столб подгоняется к нему. И вот так вот движемся последовательно. У пацанов тут своя схема уже выработана, как подтягивать все. Че, Колян, получается? Без стяжек никак, да? Колян говорит, без стяжек никак. Что, первый забир в твоей жизни? Первый. Последний. Давай это. Первый и не последний, да, сказать? Держи. Я держу. Что, Димон, как жизнь? Да нормально. Пойдем. Пойдем. Ну. Подгоняется нормально, Димон? Так, Забиры встают. стою. Но еще можно улучшить технологию, чтобы быстрее делать. Думаю, можно. А как? А надо будет по факту смотреть. Но, Ну так-то хорошо получается, без щелей. ну, без щелей, но много подгон. Подгонок? Время много уходит. Зато красота, смотри как. Я еще пошел. Сейчас контур практически замыкается, забирный. Здесь у нас такая схема. Идет столб, примыкает через брусок к забиру. Поднутрение 5 миллиметров 7 здесь есть. Ребята подгоняют вплотную и потом сабельной пилой приторцовывают уже идеально плотно. Сейчас, чтобы не мешать. Сейчас стяжкой подожмут столб и будут подгонять, да, Димон? Да. Надо, может, около окна. Глуши пока. Вот пройти, если кому надо, и либо глуши. Столбы стоят на причерчивании. Чтоб Колян их закинул, да, и это. Причерчиваю. А что не снимаешь? По мере освобождения пилю их. По мере освобождения. Ну, не всегда же есть что делать всем. Конечно, схема причерчивания столбов — это муторное дело. То есть можно делать плоскости на верхних бревнах, вот здесь вот срубовых, и уже на плоскости столбы ставить просто. Вот. Но не всегда это получается. Где-то приходится и причерчивать. Но с другой стороны, посадка такая, она очень прочная. То есть чашка обхватывает бревно, и уже без всяких сдвижек происходит установка в двух направлениях. Мы видим здесь чашка причерчена и с этой стороны. То есть крестом уже идет примыкание. Соединение забира и столба, вид сверху. Значит, здесь брусок 10 на 7 от продувания, шип для ригеля, для обвязки, и поднутрение. То есть здесь мы видим поднутрение на столбе. Вот оно, глубиной 7 миллиметров, и край сантиметр у нас идет. И также вот здесь вот оно, поднутрение идет. И все, и плотное припиливание с двух сторон.
Так, верхняя часть у нас здесь сейчас. Шпильки торчат, вот мы видим, соединяющие простенки. Сейчас она будет спиливаться, здесь уже все вверх, уже дальше бревен не будет. И усиленная шайба 5 сантиметров в диаметре. И гайка, все на каждой. Высота 6 метров примерно здесь. Плюс вот эти столбы, ну, чуть-чуть пониже они будут, и уже сверху на них будут установлены слеги и кони. Вот как выглядит соединение угловое забиров. Примыкание к столбу двух осей. То есть видим абсолютную плотность. Но в принципе весь у нас пост-н-бим, все забиры это как бы под герметик. Вот, даже несмотря, что ребята сейчас все плотненько подтягивают, припиливают. Выглядит идеально, да, но в принципе все это может подраскачаться, подсохнуть. Но под герметиком будет, конечно, идеально все стоять. Ну, здесь есть в миллиметр щелки. Весь сруб протесан внутри, поэтому так и называется, тесанный, подмосковный. Все облафечено. Расстояние 28 сантиметров протески. Лафет у нас толщиной. По всему дому внутри. Канадская чашка, не бриллиант. Вот, кому как нравится, мне нравится именно такой вариант. Дом в Ульяновск. 160 кубометров. Канадская чашка. Без скрайбинга. Так как у нас там есть особенность одна внутри. Сейчас я вам покажу. Значит, восьмигранный такой эркер. Элемент восьмигранника с косыми углами. И пост-н-бим. Наверху пост-н-бим. Значит, 160 кубов кедра. Диаметр 34-36 сантиметров. И у нас здесь 6 столбов. Внутри 6 столбов. Вот такой прикол. То есть все это ставится будет на домкраты. Примыкание плотное угловое. С двух сторон мы видим. Вот, то есть такой изюм, такой эксклюзив здесь в этом доме. Именно связан вот с этими мощными 50-сантиметровыми столбами. Очень необычно выглядит, так как вроде бы домик небольшой у нас, но внутри есть восьмигранный вот такой эркер, кусок со вторым светом здесь у нас будет наверху. Вот, и такой вот коридор столбовой, можно так сказать. Практически тоже забирный. И мы идем. Одна комната. Идем дальше. Вторая комната.
Вот она также через столб. Все здесь соединено. Вот они закуточки. Закуточки, примыкание. Припилено все. Вот. И, соответственно, поднято на 15 сантиметров для усадки. Сейчас покажу. Вот он коридорчик, как выглядит. То есть очень необычно, эксклюзивно. Отличается от срубов просто в угол. В чашку. Ничего не вытаркивается, не вылазит. Ну и вот она усадка. Здесь ребята подложили 15 сантов, даже больше, сантиметров 18 примерно. Там на шайбы, на гайки, еще расстояние уйдет. Вот, и все, и будет подкручиваться. Ну, придется покрутить, конечно, потому что без этого здесь никак нельзя. Входная группа еще не доделана. Столбы 60 сантиметров внизу. Тоже, чтобы маленько хотя бы контрастов тут было у нас. Вот, чуть-чуть увеличили диаметр. Ну, идем наверх. Изготовление деталей Post & Beam. Процесс идет. Оквадрачивание. Ребята на обеде бежали. Скрылись от камеры. Сейчас идет скрупулезная работа, не разгонишься. Подгонка Post & Beam, выравнивание плоскостей, всех отстреливание нулей. Так как без этого, конечно, потом для крышников все это, для сборки тоже это очень важно, чтобы потом собралось все хорошо. Здесь уже столбы установлены какие-то. Второго этажа не будет. Крыша будет невысокая, но интересная, Post & Beam'овская, с конями, с легами, подкосами. Вот столбик стоит. Уже здесь под подкос у нас сделана площадка. Вот. Ну, интересное соединение. Сейчас покажу, как делается. Вот он как бы нахлобучивается на два винта сверху встает. И сейчас перейдем, посмотрим следующий. На другом конце дома будет такой же. Здесь промежуточный столб устанавливаться будет. Вот ребята уже закинули. Квадратные шипы от смещения. Так, это эркер со вторым светом. То, что мы говорили. И идем. Косые чаши. Муэрлатина прирублена по 90 градусов. Другую муэрлатину. Вот так вот. И связано с эркером. То есть вот такой угол интересный. Денис Коробков, наш архитектор, вместе с Николаем, заказчиком, придумали. Ну и далее уже вот разрабатываем вот такое соединение, где у нас стыковка бревна идет, и соответственно мы избегаем длинномера вот на этом участке. Избегаем длинномера и прячем соединение, закрываем его столбом. Столб я уже показывал на другом конце сруба, вон он стоит. Вот нахлобучиваем его сверху. Он здесь примыкает у нас к этому бревну, просто закрывает соединение. И плюс не двигается, никуда не едет. Вот у нас шипчик. Вот, далее еще сюда одно бревно ложится. Также разорванное, с папой, мамой и
столб накрывает 2 венца. Получается так. Ну, пойдем на Латвию, посмотрим, что там происходит. Домик подрос. Пацаны монтируют постенбим. Сейчас, по-моему, слегу кладут. Бригадир там у нас Юра. Сделал дом-корабль. Прикольный такой. Можете посмотреть, там где-то в ютубе он есть. Вот. Это вот такие столбики. Здесь у нас такая же система, как и на подмосковном тесаном. Забирочная. Но здесь у нас забиры из лафета. Плоскости. Ширина лафета 30 сантиметров. Ну, плоскости все 30 сантиметров, короче. И верхние вот эти вот. И боковые. Соответственно, вот, то есть мы видим квадрат примыкания. Соединение по принципу также штрабы, бруска 7 на 10. Здесь его нету, здесь потом будем вставлять при монтаже. Вот, ну и также на шпильку все собрано. Вот, чтобы простенки никуда не болтались, не шатались. И потом простенки еще притянем к верхнему ирлатине, как вязки. Вот, с паксами притянем, и вообще будет простенок жесткий. Вот, ребята кладут слегу. Тонкий процесс, конечно. Надо четкое исполнение деталей, чтобы было. Чтобы сразу поставить. Ну и плоскости, конечно, плоскости подгонять. Вроде как все получилось. Саня, получилось? Саня говорит, получилось, значит все нормально. Вот. Это у нас тоже такая слега небольшая для формирования козырька, кукушки или фонарика, еще он так называется. Будем смотреть. Высотные работы начинаются, конечно. Все это так интересно здесь. Вот мы видим, опять же, шип на сращивание. Папа у нас, да? Вот. И будет продление конька. Пойдет у нас на другой конец дома. Сейчас посмотрим поближе. Так. Здесь вот как раз мама. Сейчас ребята сюда подадут продолжение. Место сращивания. Вот так выглядит. Здесь у нас 15. Ну и в длину 1,5 примерно метра. Такое я уже снимал неоднократно. Вот можно посмотреть на Илье, на Питере, где у нас там с Васей идет разговор с бригадиром. Ну и соединение. Вот так выглядит. Везде квадраты, везде все просто. Ничего сложного, как говорится. Ну, просто надо геометрию выдерживать, чтобы потом все сходилось идеально. Ну и красота. Тоже выбор бревна. Расположение его вовнутрь какими-то сучками интересными. Ну и наружу тоже. То есть вот у нас столбик. Расклешенный комель, естественно, смотрит наружу. Лес подсушенный, уже ему 2 года примерно, так что практически усадки будет минимум здесь в постенбиме. О чем, в принципе, всегда я говорю, что постенбим желательно делать из подсушенного леса. Ну и вот оно, соединение папа-мама уже здесь ребята совместили. Вот так выглядит.
у бригадира, у Юры. Спросим, как дела. Вот они, детали. Ну что, отцы, как жизнь? Это радует. Что, Юра, много еще деталей делать? Ну, десятка-два, наверное. Десятка-два? Ну так-то немного, в принципе, да? Ну да. Лес Но они есть, да? Такие, Саш, не, скажем так, не слишком быстро делаемые. Вот на той палке, получается, там сносится, ну, Половина. около 10 плоскостей разных. Вот она, видишь, разметка идет. Вот. Это замочки всякие хитрые, все. Слушай, ну собирается неплохо. Я вот сейчас залезал, там ребята поставили деталюху. Вот, в принципе, как бы чертежи, как считаешь, нормальные, достойные? Чертежи, да, отличные чертежики. Ну и плюс вот мастер у меня закончил диплом у него. Да? Как Высший? говорится, да. Этот, художественная обработка деревянных изделий. Деревянных изделий, да. Чё, видишь? Кроме механического высшего образования, еще и деревянное высшее образование. Да, Поэтому Юр? тут, да, Так у тебя тоже такой же по-другому, диплом есть. по-другому. Техника Красноярский. Так что вот пилим аккуратно. Понял. Как самим-то нравится дом? Да, дом хороший, Да. аккуратненький. Получается, мало будет, ну, практически не будет железных элементов, которые связывают это все. Только на деревянных вот этих вот. На шипах, на шипах. пазаве. Да. Это, конечно, лучше. Потому что дерево плюс железо, это ну, не так круто, ну, не так хорошо. А здесь чисто дерево все. Архитектор, конечно, постарался. Но нам зато... Работы, да? Да. Хватает. Ну да, вообще труда дело. Ну, он же сказал, самый сложный срок. Ну для разметки ты для себя что-нибудь нашел, какие-нибудь приколюшки интересные? Ну, шнурка это понятно, палочки, там шнурка, уровень. Есть еще какие-то приспособы, может что-то придумал, ты же как это, закончил там высшее по По деревяшке. деревяшкам? Да нет, в принципе, все стандарт просто. Ты думаешь, вот А. это, ну, оптимальные вот эти вот все движения, или можно еще как-то, ну, что-то... Нет, просто какой-то дополнительный инструмент. Длинный долото, например, полметра. Когда мы гнезда вот эти вот выпиливаем, Мгм. вот, ну, разметка там. Но это все уже по ходу работы придумываем. Ну, вот эти новые элементы, которые были, которые появились, в смысле. Так что нет, нормально все вполне можно делать спокойно, и не вопрос. Так И даже такие диаметры, да, тут где-то сантиметров 70, наверное, бревно-то. что, да, ну шина, что, тоже длинная же. Если что, за 2 раза заходит. Шина на 60, что тоже она, сколько у нас, 73 сантиметра. Нормально. Я понял. Че, как здоровье-то? Ты-то уже не молодой особо. Как оно? Вот так возиться-то? Да нормально. Работают механизмы, но мы же просто управляем ими. То есть мы эти бревна не таскаем. Мы кладет кран, а то, что мы делаем, это мы делаем. Ну, с пилой бегать, все равно пила имеет массу, там вибрация идет от нее. Когда я ездил на «Газели», да, столько лет, у меня позвоночник стал болеть. Сейчас я отдыхаю, у меня разминка. Да ты че? Да, если бы после 50 мужчине, говорит, надо много двигаться. Тогда он будет, ну, долго довольно. До 85 он может там еще шевелиться. Если засесть за компьютер, то быстро выйдешь из строя. Так что не, Все заржавеет. Сань, да? все нормально, да. Все понял. Ну. Пацаны пришли с обеда. Процесс идет. Вот Женек. Ну что, Женек, как жизнь? Хорошо. Оквадрачиваешь, строгаешь плоскостя. Без рубанка, скажи, никак, да, без этого? Не, никак. Самый ходовой инструмент. 18 сантиметров. Ну, Виталя, получается? Да. Это радует. А вот и главный бригадир Ульяновска. Эдик, здравствуйте. Ну расскажи что-нибудь маленько. Ты наверх пошел? Да, я хотел протезку подготовить. Пойдем, залезем.
пилой проделки почти. Здесь тоже по периметру. Я сейчас постенбим полным ходом, да? Да, то есть мы уже закончили сам суд. Ребята готовят столбы и слеги, чтобы все установить. Ну я здесь подготавливаю площадки под установку. Я уже снял там нюанс со столбом, прикольно получилось, когда вот этот. Я еще такого не делал, когда наклобучивается именно хоп в таком варианте и закрывает еще и соединение получается. Ну ты идею вроде подал, вот мы Слушай, исполняем. ну вот видишь, как оно как бы это, все мы тут совместно. Ну, здесь тоже такой же элемент будет также сделан. Сейчас здесь тоже подготовочка будет, потом столб лафетный туда встанет в таком же варианте. Как настроение? Да хороший. На сборку Погода. поедешь? Поеду. Это радует. Погода хорошо, сейчас аномалия какая-то, вот сейчас тепло почему-то Да, мы идет. думали 1 ноября вроде зима должна настать, как это, от первого снега. Месяц прошел и должна была быть зима, а тут тепло. Тут ее отменили. Да, кто-то отменил, видимо, чтобы мы поработали еще хорошо. Ладно, спасибо, не буду отвлекать. Да.